Приветствую вас, дорогие мои зрители! Как-то раз я путешествовал в Санкт-Петербург, и мне подсказали, что прогулка на катере будет полезна и интересна. Можно послушать интересную информацию и заодно посмотреть все это с воды. В этом видео мы с вами покатаемся на катере по некоторым речкам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка занимает примерно 1,5 часа, а по стоимости мой билет вышел 600 рублей. Если вы как-то оказались в Санкт-Петербурге, то в любом случае обязательно стоит прокатиться на катере по каналам и речкам Питера. Это не так дорого, но вы получите массу впечатлений и положительных эмоций. А сейчас мы с вами совершим небольшую прогулку по реке Фонтанка. Далее по Крюкову каналу, рекам Мойка и Зимняя Канавка. А далее мы вернемся в Неву. Общая протяженность всех водотоков на территории Санкт-Петербурга достигает 282 километров, а их водная поверхность составляет около 7% всей площади города. Река Фонтанка – это самый крупный рукав Невы, который протекает через весь центр города. Имея сравнительно небольшие размеры, длину 7,5 километров и ширину в отдельных местах до 70 метров, Фонтанка может похвастаться супер популярностью и в очередной раз доказывает, что размер это не главное. Начинается река из Невы вблизи Летнего сада и впадает в широкую и полноводную Большую Неву чуть севернее портового и промышленного Гутоевского острова. Ранее 1712 года небольшая илистая, местами заболоченная и широкая до 200 метров речка с островами и спокойными заводями называлась Безымянной протокой. Современное название она приобрела в 1737 году со строительством знаменитых фонтанов Летнего сада. Именно через ее русло на месте Пантелеймоновского моста был переброшен водовод-акведук от многоводного и чистого бассейна Лиговского канала. С освоением мелководий под строительство ширина реки постепенно уменьшалась. До 18 века река Фонтанка была границей города на юге. В середине 18 века русло реки Фонтанки расчистили и укрепили деревянной набережной, а позже архитектором Классовым был подготовлен проект гранитных набережных. Работы по выпрямлению русла реки, реконструкции и строительству гранитной набережной Фонтанки приходились на конец 18 века. Позднее, в 19-20 веках, проходили неоднократные чистки русла Фонтанки, а в 1828 году именно для этих целей стали использовать специальные землечерпательные машины. В результате очистительных работ река стала судоходной, и в 1892 году в ее акватории появились первые пассажирские пароходы. Сегодня приятные водные прогулки по Фонтанке, осмотр особняков и резиденций на ее набережной входят в прогулку многих туристических путешествий по Санкт-Петербургу. За время прогулки на катере мы прошли по 30 мостами. Конечно, впечатления от такой прогулки остаются просто отличные. Свежий воздух, интересные рассказы про Санкт-Петербург и динамичная окружающая обстановка – все это делает наше небольшое водное путешествие ярким и запоминающимся. Ненадолго мы растворяемся и погружаемся в историю этого красивого города. Зимняя канавка в Санкт-Петербурге – это популярное место романтических свиданий, а вид Эрмитажного моста вместе с арочной галереей со стороны Миллионной улицы считается одним из символов Санкт-Петербурга. Время прогулки проходит незаметно, и проходя через каналы и речки, мы вновь оказываемся в реке Неве.
Основная водная магистраль города — это река Нева, которая впадает в Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Общая длина реки Невы 74 километра. Она вытекает из Ладожского озера в районе острова Орехово, на котором в 1323 году была построена крепость Орешек, известная впоследствии как Шлиссельбургская крепость. В следующих наших выпусках мы, возможно, расскажем немножко и про нее. Поэтому подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать другие видео про путешествия. За интересную информацию для нашего обзора благодарим сайты путеводители, ссылки будут в описании под роликом. В комментариях под этим видео вы можете написать, про какие достопримечательности вы хотели бы увидеть следующий обзор. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!